Добрый день, друзья, я Владимир Васильев, я снова рад вас приветствовать на своем канале. Очень часто вот такая тоже слышимая и незамечаемая вами система, на которой вы летаете там, на больших самолетах, Боингах, Airbus'ах или на чем-то другом, это система герметизации. Эта система, ну, наверное, не знаю, как ее сказать, система жизнеобеспечения, наверное, ее надо назвать. И вот именно хочется рассказать на самолеты, которые делятся на герметичные и негерметичные. Ну, у нас тут много разных самолетов. Вот герметичный самолет, негерметичный самолет, герметичный, негерметичный, герметичный, негерметичный. Многие производители, когда выпускают, производят самолет, они производят его в двух модификациях. Вот, допустим, Cessna 421 это герметичный самолет, и Cessna 402 это точно такой же самолет негерметичный. Есть Барон, Барон обычный, Барон П. Это pressurized герметичный. Есть Aerostar герметичный и негерметичный. Есть Malibu, который герметичный, негерметичный. Негерметичная версия называется Matrix. Cessna 210, которая есть Cessna 210P. То есть обычно, как правило, буква P это обозначает pressurized. То же самое можно говорить о многих самолетах. Cessna 337 в том числе существует герметично, негерметично. Давайте пойдем в один из этих герметичных самолетов, попробуем там рассказать об этом. Да и внутри, в принципе, будет теплее, потому что сейчас так зябко. Слушай, ну я взял от нескольких самолетов герметичных ключи. Наверное, вот так у нас от нескольких самолетов. Ну вот возьмем от эту. Недавно тоже прилетевший к нам самолет из Германии. Вот. Еще такая красивая машинка базируется у нас теперь в Житомире. Очень важная, ну, как бы элемент, вот этот уплотнитель в герметичных самолетах, потому что он раздувается, сюда тоже подается давление, и когда дверь закрывается, чтобы не было щелей, то есть утечки воздуха, эти уплотнители не раздуваются и максимально убирают щели, чтобы для потери воздуха. Ну, идемте. Мы закрыли. Проверили, вот тут вот зеленые пины называется, о том, что оно закрыто. Ну вот сейчас мы находимся на борту герметичного самолета. То есть для чего существует эта система? Когда самолет поднимается наверх, то есть воздух более разряженный, естественно, сопротивление, когда летит самолет, меньше. И получается в данной ситуации как бы энергия двигателя тратится, сопротивление меньше, от этого самолет может летать на более больших скоростях. То есть когда мы поднимаемся выше, мы летаем быстрее. Погода, она сосредоточена там в нижних и в средних слоях атмосферы. Когда самолеты поднимаются высоко, они летят над погодой. То есть если какая-то облачность, дожди, как раз в данный момент летаем над облаками, вот так, в этом случае, и это добавляет и безопасности. И когда мы поднимаемся сквозь облачность, да, мы находимся в зоне обледенения, но основную часть маршрута мы летим вне опасной зоны. То же самое мы можем в снижении снова войти в зону обледенения, но это какие-то короткие участки. Самолеты, которые летают высоко, как правило, самолет, который предназначен летать высоко, он оснащен или реактивным, или турбовинтовым двигателем. Ну, собственно, турбовинтовой двигатель — это реактивный двигатель, который вращает винт. Или же оснащены поршневыми двигателями, оснащенными турбокомпрессорами. Идеальная топливно-воздушная смесь — это пропорция 1 к 18. Когда мы начинаем подниматься наверх, происходит следующая проблема, что топливо у нас, объем его соответствует массе, а плотность воздуха меняется, соответственно, весовой заряд меньше. Топлива слишком много, оно плохо горит, нам приходится что? Уменьшать количество топлива, подаваемого в двигатель. Соответственно, падает мощность, и это так называемые невысотные двигатели. Двигатели, которые уже стоят, вот будем на примере этого самолета говорить, это уже высотный двигатель. На нем стоят турбокомпрессоры. Обычные турбины, которые там в автомобильных двигателях применяются везде, там обычные турбины, которые подают в впускной коллектор двигателя сжатый уже воздух. То есть, соответственно, самолет летит высоко, а в разряженном воздухе меньшее сопротивление, но двигатель летит как будто бы внизу. Опять это выливается все в скорость. Мы тоже поднимаемся наверх,
То есть человек вдыхает какой-то определенный объем воздуха, но в нем мало кислорода, он разряженный. Полет на большой высоте, он очень, не герметичном самолете и без кислородного оборудования, он опасен для жизни. В первую очередь, можно получить такое понятие, как гипоксия. Мозг начинает получать мало кислорода, и человек не осознает это. Он реально не осознает. Скажем так, это часто даже заканчивается летальными исходом, что человек поднимается наверх, он не понимает, допустим, он засыпает, и, естественно, что происходит, дальше об этом говорить не надо. Можно надевать кислородные маски. В принципе, это решает абсолютный вопрос, то есть совершенно нормально, функционируешь и летать и с кислородом. Я на самом деле достаточно часто летал с кислородом, это даже неплохо, потому что вы дышите обогащенным кислородным воздухом, наоборот, даже присутствует какая-то бодрость и энергия. Но не всегда это удобно. Возвращаясь к герметичному самолету, то есть он дает нормальный уровень комфорта в самолете, но при этом подает сжатый воздух уже в салон. Здесь нагнетается давление больше, создается большее давление, чем снаружи. И за счет этого мы находимся в комфортных условиях, и, слушайте, и нам хорошо. Сама система, она действительно несложная, она надежная, но, правда, она и гиперответственная. К ней надо относиться очень, очень ответственно, потому что отказ этой системы, он, конечно, крайне опасен. Управление системой герметизации, очень простая. Это, по факту, это панель управления, и здесь еще у нас есть две ручки, это управление клапанами. Две ручки, это высота, которую мы выставляем, желательная, которая нам нужна. Мы, нулевая, но мы хотим, допустим, в кабине поддерживать высоту 2000 футов. Соответственно, все, этого достаточно выставить этой ручкой высоту желательную. Как правильно пользоваться? И многие на самом деле это не знают, даже пилоты, приобретающие этот самолет, в наших странах, немножко расскажу. По правилам, когда мы взлетаем, мы должны посмотреть уровень превышения аэродрома, на котором мы находимся. Допустим, если мы сейчас находимся на превышении 2600 футов, то есть все, что необходимо, нужно поставить плюс, взять высоту 600 футов, прибавить к ней 500 или 1000 футов. То есть от 500 до 1000 футов, как вам удобно. То есть мы выставляем сейчас высоту, допустим, 1500 футов. Что это говорит? Мы сейчас находимся не в герметичном самолете. На высоте 1500 футов эта система начнет надувать кабину. И она будет максимально стараться поддерживать эту высоту в 1500 футов, пока мы забираемся наверх. То есть все очень просто. Когда она уже не сможет поддерживать 1500 футов, высота в кабине начнет подниматься, но все равно эта разница будет максимально держаться между наружной и внутренним давлением. То есть для этого еще существует так называемый differential, который тоже параметр, это сколько плюс к давлению снаружи может дать самолет давление внутри. Следующая ручка управления, это ручка rate, это с той скоростью, с которой будет подниматься или опускаться давление в кабине. То есть даже банальный пример, если вы летите на высоте, даже небольшой, допустим, 2 километра, и резко решили снизиться, с большой скоростью вас начнут закладывать ужи и будет дискомфортно. Здесь можно сделать следующим, что самолет снижается быстро, но давление в кабине будет повышаться медленно. То есть можно изменять скороподъемность, так называемую симуляцию скороподъемности. То же самое, что когда мы прилетаем, мы должны посмотреть, сколько у нас превышение аэродрома, и точно так же выставить ту же самую высоту. Если мы прилетаем на аэродром, допустим, с превышением 1000 футов, нам надо поставить те же самые 1500 до 2000. То есть, соответственно, к чему это приведет? К высоте 2000 футов самолет уже сравняет свое давление с наружным автоматически, и мы будем приземляться на незагерметизированном надутом самолете. Посадка на надутом самолете запрещена. Структура фюзеляжа, этой капсулы, она испытывает определенные нагрузки от создаваемого давления внутри. И когда мы приземляемся, где-то тряска, вибрация на полосе, еще дополнительные нагрузки, они не очень хороши, поэтому это обязательное требование, что самолет должен, подходя к земле, уже разгерметизироваться. Это не сильно
не сильно там, собственно говоря, сложно. Вот я показал всю систему управления, как осуществляется на таких самолетах. В этом самолете установлен механически, на многих, на большинстве самолетов это обычные кнопки, это вот дамп валвы, то есть это как так называемые клапана сброса, когда слишком большое давление, допустим, накачивается, чтобы не порвало самолет. Стоит клапан, когда достигается слишком большое давление, он просто открывается и сбрасывает лишнее давление. Ну, или если вам надо это сделать, там быстро сбросить вручную, ну, по какой-то причине, вы можете открыть это и закрыть вручную. Покажем немножко другую панель управления системой герметизации. По сути, она все то же самое, ну, немножко другая панель управления. Вот тут мы выставляем высоту, ручка управления скороподъемностью кабины. Ну и, собственно говоря, вот высотомер. Это точно такой же высотомер, который меряет, ну, высоту внутри. В том числе неотъемлемой частью герметичного самолета является наличие кислородного оборудования. То есть кислородное оборудование для чего? Потому что в случае аварийной ситуации, отказа герметизации, где-то разгерметизации самолета, то есть, ну, depressurize, то есть необходимо, ну, экипажу вообще моментально надеть кислородное оборудование, чтобы оставаться в сознании и спуститься вниз, там, где человек может дышать, и дальше продолжать полет. Кислородная система еще бывает тоже двух видов. Вот на Цесне она установлена, это установлен кислородный баллон заправленный, и здесь с левой стороны находится маска, которая надевается пилот. А в Piper Malibu применяет химические, то есть у него стоят такие пиропатроны, это то, что чаще всего используется Боингами и Airbus'ами. Наверху стоят пиропатроны специальные, которые начинают вырабатывать кислород, и порядка 15-16 минут выдают, но человек может дышать. И этого времени достаточно, чтобы аварийно снизиться и выйти уже там из опасной зоны. Наверное, если говорить о выборе самолета, самолеты герметичные — это априори круизеры. То есть, если вы собираетесь летать далеко, вы собираетесь летать над погодой, то, конечно, герметичные самолеты — это хороший выбор. С другой стороны, герметичные самолеты часто ограничены тем, что это скоростные машины, требующие там хорошие длинные полосы, и в этом случае в какой-то вы будете часто ограничены. Если вы летаете внизу, эта система никому не нужна, самолет тяжелее, она требует там, ну, небольшого обслуживания, но все-таки она требует за собой слежения, и она вам не нужна. Люди, которые покупают такие самолеты, они, ну, это уже пилоты все-таки инструментального уровня, потому что наверху летать можно инструментально. Ну, или это пассажиры, то есть люди, которые покупают самолет, чтобы пользоваться услугами профессионального пилота. Иногда я с большим удовольствием летаю внизу. Поднимаясь наверх, вы во многом лишаетесь вот этой красоты, увидеть многое красивое, что видно вот с небольших высот. Вот трехмерность мира, она лучше видна ниже. Когда вы сильно высоко поднимаетесь, да, можно подняться до такой высоты, что увидишь, что Земля действительно круглая, ну, в виде шара, но красота уже не так видна. Летая внизу, мы видим действительно красоты. То есть действительно можно увидеть очень-очень красивые вещи и невероятные вещи, которые даже невозможно увидеть, находясь на Земле. Поднимаясь высоко, мы тоже их видим, но уже очень маленькие, не так. И вот рассмотреть эту красоту лучше ниже. Поэтому сказать, что однозначно вот под эту задачу лучше всего герметичный. Герметичный самолет хорош под свою задачу. Но он, нельзя сказать, что он лучше, он просто другой. Ну что, друзья, я надеюсь, эта серия была вам интересна. Я постарался рассказать, ну вот, чем отличается герметичный самолет от обычного. Ну что, приходите в небо, летайте на таких замечательных самолетах, на которых летаем мы, на герметичных и не герметичных. Просто любуйтесь трехмерностью нашей Земли. Я, Владимир Васильев, прощаюсь с вами, увидимся в следующих сериях.